У Чингука очень естественная, а порой и импульсивная манера выражать свои чувства, особенно когда речь идет о Тэхёне. Он не всегда взвешивает свои слова перед камерой, и это оставляет некоторые его слова или действия открытыми для интерпретации, которая может не соответствовать привычному образу айдола. Но именно здесь проявляется подлинность его отношений с Тэхёном, потому что нет никаких фильтров или сценария, все просто течет и говорит само за себя. В интервью, прямых трансляциях и на мероприятиях он высказывался о Тэхёне так, что выходит за рамки привычных для участников группы границ. Называя его очаровательной, с обезоруживающей искренностью, говоря о красоте Тэхёна, не обращая ни малейшего внимания на мнение окружающих, или даже упоминая вещи, которые имеют смысл только тогда, когда знаешь, насколько близки и интимны их отношения, Чингук, похоже, не особо заботится о том, что говорят люди. Не потому, что он не знает, а потому, что он просто не может и не будет сдерживаться. Вот почему во многих случаях фанаты и даже люди за пределами фандома удивляются тому, как Чингук говорит о нем, как он упоминает его в контекстах, которые не требуют объяснений, или как меняется его язык тела, когда рядом Тэхён. Именно в этих маленьких пробелах, больше, чем в слухах или видеомонтажах, мы можем увидеть истины, которые не нуждаются в объяснениях, потому что Чингук говорит от всего сердца, а не из контролируемого образа. И это, неизбежно, раскрывает отношения, которые выходят за рамки простой дружбы. Когда Тэхён был с Намджуном и Чингуком на прямой трансляции Хобби, был момент, когда Тэхён небрежно взял миску с лапшой, которую он ел. Вскоре после этого Чингук внезапно и напрямую спросил, будет ли у них завтра острая лапша. Это небрежное замечание прозвучало не как коллективное предложение, а скорее как что-то личное, явно адресованное только Тэхёну. Тэхён пристально смотрел на него, словно пытаясь понять, почему Чингук сказал что-то подобное на камеру. Попытки Чингука объясниться или отвлечь внимание лишь еще больше подчеркивали, что комментарий был более личным, чем казалось. И в корейской культуре приглашение на острую лапшу – это не всегда просто приглашение поесть вместе. Во многих случаях это имеет личное или интимное значение, похожее на западный термин Netflix and chill, кодовое слово, обозначающее совместное времяпрепровождение. В случае Чингука это прозвучало как скрытое приглашение, эксклюзивное приглашение побыть вместе только вдвоем. Чингук не в первый раз делал подобное замечание. Он также использовал фразы вроде «посмотри на свою кошку», когда речь шла не о кошке, как шутку для своих, как косвенный способ сказать «я хочу тебя увидеть» или «я хочу побыть с тобой наедине». Этот момент был таким значимым не только благодаря словам, но и тому, как беззаботно и искренне Чингук их произнес. Не задумываясь, не фильтруя, он просто сказал это. И реакция Тэхёна была достаточно красноречива, потому что он понял, что сейчас, возможно, не самое подходящее место для такого замечания. Реакция Тэхёна тоже была показательной. Услышав слова Чингука, он поднял голову от миски с лапшой и посмотрел прямо на него, словно недоумевая, зачем тот говорит это при всех. И тот факт, что Чингук смотрел на него, когда он это говорил, делал это еще яснее. Это было неудивительно, учитывая, что, когда Тэхён представил Чингука перед всеми как своего друга, Чингук выглядел обиженным и с насмешкой спросил, действительно ли он просто друг. Нервничая, Тэхён смог лишь прошептать Чингуку, чтобы тот не делал этого сейчас. Но то, как Чингук смотрел на него, словно бросая вызов, заставило многих подумать, что ему не нравится, когда его называют просто «другом». Улыбка Тэхёна была натянутой, он явно не ожидал такой реакции. Потому, как он смотрел на остальных участников, было понятно, что он пытался позвать на помощь, поскольку Чингук, казалось, хотел исправить то, как его представили. Когда Чингук наконец понял, что был слишком прямолинеен, он скрыл это за смехом и сказал Тэхёну представить его как следует. Замечание Чингука, как будто существовали другие способы представиться, намекало на то, что, возможно, есть что-то еще, что неуместно говорить публично. Остальные участники лишь неловко рассмеялись, и создавшаяся атмосфера явно намекала на нечто большее, чем дружба. Обижаться на то, что его называют «другом», казалось слишком неловко, если в этом не было более глубокого смысла.
Это было особенно заметно, когда Тэхён сказал, что смотрел прямую трансляцию Джина и Чимина, хотя на самом деле он только что сказал, что репетировал с Чингуком. Его маленькая ложь была еще более очевидной, поскольку временная шкала не имела смысла. Джин выглядел сбитым с толку, в то время как Чимин пытался помочь ему беззаботной шуткой. Но когда Джин спросил, действительно ли они репетируют вместе, Чингук, как будто не задумываясь, громко ответил, что он идет на свидание с Тэхёном. Он даже использовал слово «date» на английском языке, что означает «свидание». После этого ситуация стала совсем неловкой. Тэхён начал нервно потирать шею, а Чимин пытался разрядить обстановку, спросив, не пора ли им просто уйти. Тэхён беспричинно хлопнул в ладоши, пытаясь разрядить обстановку, но все знали, что Чингук только что раскрыл то, чего ему не следовало говорить. Джин даже попытался помочь, пошутив, что все хотят увидеть лицо Чингука, потому что он красивый, но атмосфера все равно не вернулась в норму. Было слишком очевидно, что Чингук раскрыл свои отношения с Тэхёном. И когда Намджун спросил, с кем Тэхён живет в одной комнате, Чингук быстро и уверенно ответил «со мной». Но Намджун быстро поправил его, и вот тогда выражение лица Чингука резко изменилось, с уверенности на смущение. Казалось, он понял, что только что раскрыл что-то, чего, вероятно, не следовало говорить на камеру. Но самый очевидный момент, когда Чингук показал свою привязанность к Тэхёну, произошел во время его исполнения «Make It Right». В тексте песни о том, как стать лучше, чтобы вернуться к кому-то особенному, Чингук часто указывал на себя, а затем на Тэхёна. Не один или два раза, а на протяжении всего выступления, как будто он хотел снова и снова подчеркнуть это сообщение. Даже когда они стояли на сцене далеко друг от друга, Чингук все равно искал взгляда Тэхёна, чтобы убедиться, что тот его заметил. Это казалось не совпадением, а скорее самым тонким, но честным способом выразить что-то глубокое, без слов и без притворства. Чингук такой же. Его способ показать свою связь с Тэхёном всегда исходит из искренности и спонтанности. Осознает он это или нет, каждое его действие показывает, что он не хочет скрывать свои чувства. Он предпочитает быть самим собой, честным, настоящим и открытым, особенно когда дело касается Тэхёна. В конечном счете, неважно, как это интерпретируют другие, потому что то, что они показывают, не игра или образ, а подлинность двух душ, находящих друг для друга место в мире, полном пристального внимания. Отношения, которые растут из доверия, комфорта и смелости быть собой, где каждое маленькое совпадение не ошибка, а доказательство реальности чувства.